Итак, мы в Санта-Спиритусе. Вот это наш отель, где мы будем ночевать 2 ночи. Это памятник революционеру, который освобождал этот город. И это самая старая церковь Кубы. 17 век, 1680 год. Санта-Спиритус тоже. Это самая старая церковь на Кубе. Находится здесь, в Санта-Спиритусе. И построена она была в 1680 году. Она была сначала вся деревянная. Потом на нее напали пираты, украли. Здесь был золотой голубь, вот его и украли вместе с остальными вещами. Потом построили такую уже каменную. Но это вот прям старейшая церковь. 1680 год. Здесь голубь, потому что церковь Святого Духа. С той стороны главный вход был. Каменные полы. И вот за день у нас второй сидящий Христос. Тринидад, здесь и где-то в Перу. Святое Сердце называется. И вот достопримечательность этого города — арочный мост, построенный в 17 веке. Это самая старинная улица этого города. Вот она ведет вниз. Вот так сбоку видно как раз все 5 арок этого моста. Ну ничего, работает до сих пор, машины по нему ездят, люди ходят. А река вон вся чем-то заросла. Это мост является городом. А река заросла лотосами. Вон там есть даже цветущие, сиреневые такие. Тоже старинная улица. Ну вот, ближе к вечеру жара спала. Даже появились какие-то облака и тучки. Выходим на прогулку. За каждым углом начинаются всякие старинности. Вот улица Колокольчиков, например. 1614-1714. Идем в сторону Пласа Майор. В каждом городе испанском должна быть Пласа Майор. А во все стороны вот такие ответвления, переулочки. Гид сказал, что строили всегда кривые улочки для того, чтобы пираты не смогли сразу найти что-нибудь. Местный Арбат, пешеходный, красивый. Вот мне кажется, в ту сторону будет Пласа Майор. Пойдем туда. Ветерок поднялся, так приятно, обдувает. В этом городе есть почта, почтовый ящик. Надо бы сходить сюда. Ну и мы добрались до Пласа Майор. Вот она. Типичная. Испанская. Сейчас надо беседочку найти. Наверняка должна быть. А, ну вот, да, такая некрытая. Здесь отель нашей же сети. Красивые домики, лавочки. Ну, наверняка какой-нибудь муниципалитет. Вот беседка посередине, где музыканты должны петь. Ну и мальчишки со скейтами. Любят в этом городе синий цвет. Вот много домов такой вот насыщенный синий покрашен.
Ну и вот в старом городе узенькие улочки, машины ездят, велосипеды, мотоциклы. И там церквушка какая-то. Вон там, у той церкви, наша гостиница как раз. Ну, пошли сюда. Такие узенькие улочки есть. Слава богу, сейчас машины здесь уже не проедут. Сделали такую пешеходно-отдыхательную. Интересные такие входы в дом. То есть вот такие ступеньки, на которые еще надо взобраться. И вон, конца края нет. И опять у нас закат. Кубинский закат. Зато можно дышать, вообще можно жить в такую погоду. Вот, вышли к нашей церкви. И теперь я поняла назначение вот этих галерей. В жарких странах они просто необходимы. О, транспорт едет. Ну что, остановились поболтать со знакомым посреди улицы. Нормально. Решетки – произведение искусства. Да, здесь как раз находится арт-музей. А это вот транспорт городской весь. Что только не увидишь здесь. Большое здание. Видимо, здесь тоже жил какой-нибудь плантатор. Окна большие. Улочка. Тут интересно даже смотреть не только дома, но и просто повседневную жизнь, которая здесь просто бьет ключом. Это Национальный театр. И вот мы опять вернулись к реке Яябо. Уже пройдемся по мостику. Мост, между прочим, является символом этого города. А вон там закат. У нас есть шанс заснять закат в городе Санти-Спиритус. За мостом тоже какая-то площадь с парком посередине. Просто сносит крышу. Ну, понимаешь, что это где-то очень далеко и жарко. И тут тебе раз, и «Жигуленок» стоит. Диссонанс получается. А рядом с «Жигуленком» проезжает вот такая вот машина. И вообще ничего не понятно. Здесь уже более такие современные дома, но в том же стиле. Да, гулять по улочкам старого города можно долго. Но неудобно, потому что все улочки вымощены вот такими камнями, булыжниками. Или трешься около окон. Среди улицы лужа. Откуда непонятно. Дождя вроде как и не было. Операция почта. Найден ящик. Днем, правда. Ну вот. Я бросаю сегодня, 17 февраля. Ждем, когда дойдут. И вот здесь любезно нам выложили на тротуаре, на пешеходной улице год основания города. 1514 год. Живем мы сегодня опять в доме какого-то плантатора. Сейчас это отель. Тут все очень прям аутентично. Вот это, кстати, портрет бывшего хозяина этого дома. Тоже внутренний патио, дворик.
с фонтаном. Ну и там, соответственно, комнатки. Здесь у нас будет завтрак. Лестница еще та, с тех времен. Как они по ним поднимались, вообще непонятно. Здесь высокие, поэтому взбираться нужно долго. Вот тут можно покачаться в креслах-качалках. И вот здесь номера. Здесь, соответственно, сверху вот этого патио. Наш номер вон там. И вот в таком коридорчике наш номер в колониальном стиле. Колониальная. Ну, тут уже мы обжились, поэтому не все показать можно. И 3 кровати. Есть решеточки такие. И вот там балкончик. И вид на старый город. Ну вот. Так и жили плантаторы.